Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. На протяжении последних нескольких месяцев вы меня постоянно спрашиваете, есть ли у меня информация про судьбу Кейт Миддлтон. Я молчал. Я молчал не просто так. Я собирал информацию. Мои агенты в Англии использовали все свои связи. Мы проверили тысячи анонимных доносов и рассказов бывших сотрудников Букингемского дворца. Провели тщательный анализ полученной информации. И теперь я готов прервать молчание и рассказать вам всю страшную правду о тайне принцессы Миддлтон. Как всегда, в целях соблюдения безопасности, рассказу придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Сегодня Кейт, как и 3 дня назад, возвращалась с занятий по политологии из Лондонской школы экономии и политических наук. Забавно, но в этом же самом университете она читала лекции по римскому праву 2 раза в месяц. Нравилось ли это? Пожалуй, что да. Молодая, по меркам императорской семьи наследных королей и королев Англии, девушка проезжала по проспекту напротив цирка Пикадилли. Немного вдали возвышался своим белым циферблатом Биг Бен. Серебристый понтиак мчался по проспекту. Водитель был, как всегда, респектабелен и молчалив. Все шло как обычно, по накатанной. Но все это смертельно надоело. В девушке боролось чувство долга с чувством бунтарства и желания разительных перемен. Все надоело и просто хотелось отдохнуть. Сегодня, прямо сейчас. Хотя мысль об этом туманилась. Загромождалась глыбами насущных и обыденных планов. Водитель смотрел перед собой, но при этом соблюдал протокол расписания и этикета. «Госпожа Миддлтон, через полчаса нас ждут в музее университета искусств, вы не забыли?» Девушка оторвалась от своих мыслей, отвернулась от окна и улыбнулась. «Спасибо тебе, Чарльз, я помню, но у меня несколько изменились планы. В музей мы поедем через час, думаю, успеем до окончания церемонии». «Но...» Девушка улыбнулась. «Чарльз, ведь мы с тобой друзья, но будь мне благодетелем». Девушка улыбалась и надувала губки, как маленький ребенок. «Ну, Чарльз, ну пожалуйста». 50-летний мужчина снисходительно покачал головой. Девушка истолковала этот жест по-своему. «Спасибо тебе, Чарльз. Довези меня до Центрального парка. Там я буду всего 1 час, а ты, дорогой мой, подождешь на парковке. Хорошо?» Водитель молча свернул с проспекта в сторону Центрального Лондонского парка. Ехать было недалеко. Водитель в этот момент не думал о желаниях принцессы Кейт Миддлтон. Ее желания его не касались. В конечном итоге он выполнял лично ее распоряжение. Параллельно этому действию развивались события совсем другого момента, неотрывно связанного с принцессой Кейт Миддлтон. В автомобильном потоке буквально в 200 метрах от Понтиака ехал ничем не примечательный Citroën, в котором сидело 3 молодчиков, одетых в спортивные костюмы. Покрой был практически одинаковым, но костюмы имели разные цвета темных оттенков. Водитель смотрел перед собой, цепким взглядом высматривая Понтиак принцессы. Тон был обыденным и флегматичным, не выражающим тревоги. Объект повернул на северо-запад, пересечение улиц Кромвеля и Короля Георга. Один из мужчин на заднем сидении приблизился к водителю. «Не привлекай внимания, держи дистанцию, из вида не упускать». Третий мужчина усмехнулся, но ничего не сказал вслух, достал блокнот и написал авторучкой. «Детка, собралась на прогулку?» В ответ он получил кивок. Говорить о таком не полагалось. Скорее всего, машина была оборудована прослушкой для контроля. Нужно было соблюдать осторожность. 3 молодчиков были действующими агентами спецназа САС, ныне специализирующимся на охране представителей монаршей фамилии. Эти 3 охраняли и обеспечивали контроль принцессы Кейт Миддлтон. Брифинг был коротким, приказ отдавался устно, но командир тогда предупредил их вполне конкретно. Невыполнение приказа приравнивалось к государственной измене со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, эта троица была профессионалами, других на такую работу бы не взяли. Citroën свернул на пересечении улиц и помчался за Понтиаком. «Остановишься у центрального въезда. Я на общем наблюдении. А вы двое рассредоточиться и аккуратно ведете объект. Не приближаться, внимание не привлекать». 2 парней кивнули. Через несколько минут один из них изображал спортсмена, выделывающего незамысловатые упражнения прямо на газоне парка, неподалеку от отдыхающих, устраивающих пикники на покрывалах. Второй купил себе хот-дог и кофе. Медленно шел по тротуару. Портативный мини-переговорник был встроен в солнцезащитные очки. «Объект в 50 метрах от меня.
Повернул к постаменту короля Артура. Иду следом, продолжая наблюдение. Кейт не подозревала о наличии скрытой охраны. Она думала, что этот вопрос раз и навсегда решен на семейном совете. Она поклялась соблюдать осторожность и подчиняться долгу члена королевской семьи. Наследные принцы и королева улыбались, кивали головой, но у них на все это было собственное мнение. Кейт была замужем уже давно, но, по всей видимости, узы брака с принцем Уильямом были не столь признаком любви, сколь все тем же исполнением долга в укреплении королевской семьи и рождении наследников. Кейт встряхнула головой. Семья. Теплое, доброе слово, которое иногда давит, как скала. Все это очень трудно. Кейт все чаще ощущала приближение депрессии. Сначала боролась, старалась отвлечься, с головой уходила в работу, занятия и воспитание детей, принцессы Шарлотты и принца Луи. Кейт постояла возле постамента короля Артура. Все-таки небольшая маскировка делала свое дело. Приехала на неприметном понтияке, на голову повязала цветастый зеленоватый платок, одела крупные солнцезащитные очки. Ее никто не узнавал, кроме одного человека. От Платоновой аллеи к постаменту подходил высокий молодой человек, лет эдак 25, не более. Он улыбался. Подошел и встал рядом с Кейт, также глядя на постамент. Он молчал. Со стороны могло показаться, что просто два незнакомых человека смотрят на памятник, изучают его, получают эстетическое удовольствие. Один из охранников, тот, который совсем недавно делал упражнения, а теперь умывался у питьевого фонтанчика, прижал тонкий ларингофон к шее. К объекту подошел высокий молодой человек. На 12 часов. Зеленый кот. Приготовиться. Кейт и пришедший парень несколько минут смотрели на памятник. Затем парень повернулся на носках и пошел вглубь парка к аттракционам, часть из которых не работала. На данный момент это была наиболее непосещаемая часть парка. Программа аттракционов открывалась только через 2 часа. Кейт постояла еще несколько минут, а потом также пошла в сторону, куда ушел высокий парень. Один из охранников пошел следом, сохраняя дистанцию, но вдруг произошло неожиданное. Он почувствовал легкий укол в поясницу, от неожиданности взялся за спину, и перед ним, как будто из-под руки, пробежал ребенок. Обернулся, улыбнулся, ткнул пальцами, сказал «Пиф-паф!». Сознание начало туманиться. «Стивен, укол, я интересно, объект». Водитель охранника, оставшийся в машине, в секунду выскочил наружу, чуть не сбив с собой какую-то прогуливающуюся по тротуару парочку. Второй охранник быстрым шагом направился к постаменту и забежал за него, откуда к аттракционам вели мощенные камнем тропинки. Объект вышел из поля зрения. В наушнике прозвучало: «Восстанови соблюдение, через 5 минут я зайду с окраины парка. Точка сбора постамента». Что с Квентом? Понимаешь, что с ним? Вокруг люди, восстанови соблюдение. Через 10 минут оба охранника тяжело дышали у постамента. Кейт они не нашли, ровно как и высокого парня. «Пропала! Как в воду канула!» «Я вижу. Что будем делать, Роб?» Через 15 минут над парком летало 2 вертолета. Обычные прогулочные экскурсионные Робинсоны, но с вполне конкретной целью – отслеживать поток людей, входящих и выходящих из парка. Были даны ориентиры на вертолеты, были установлены фото и видеоаппаратура с режимом опознавания. Те, кто гулял по парку, также могли отметить большое количество квадрокоптеров, проносящихся над территорией. В глубине парка Кейт и парень взялись за руки, обнялись. «Гарри, я так скучала». Парень приложил палец к губам девушки и не дал договорить. «Кейт, сейчас я хочу рассказать тебе о себе. Все и до конца. Ты сама все поймешь». Кейт доверчиво пошла за парнем, который вел ее за руку. Она не отдавала себе отчета, как этот красавчик может делать это, говорить и поступать так, как хотелось бы именно ей, в нужное время, в нужный момент. Он говорил, ходил, даже дышал так, как хотелось бы ей. Голову туманило чувством. Была ли это любовь? Кейт не знала. «О чем ты думаешь, дорогая? Не думай о своих чувствах. Просто верь мне». Девушка шла за парнем, куда она не знала. Просто шла. Ей казалось, что он читает ее мысли. «Дорогая, посмотри себе под ноги». Кейт опустила взгляд и вместо каменной брусчатки увидела радугу, переливающуюся разными цветами. «Не бойся, дорогая, верь мне». «Иди за мной!» Последняя фраза прозвучала властно, в голосе слышался металл и сила.
Иди вперед! Квент, Стивен и Роб не смогли дать конкретных пояснений о том, куда пропал объект. Дело просочилось в СМИ и стало достоянием общественности. Строились различные теории и домыслы о пропаже принцессы. Муж и члены семьи никак не комментировали ситуацию, выдвигая вполне определенную версию. Был закрытый судебный процесс в рамках командных чинов спецназа. Дело о государственной измене не было опубликовано или обнародовано. Просто Квент, Стивен и Роб перестали существовать. После 12-часового допроса водитель принцессы Чарльз дал показания о том, что он изредка возил Кейт на некие свидания, но с кем он не знал. Чарльз был отправлен туда же, куда и спецагенты САС, не справившиеся с охраной одного из первых лиц. Кейт спала и бодрствовала одновременно. Перед ней сменялись люди, события и пейзажи. Все это было прекрасно. Сердце было спокойное, а душа полнилась эйфорией. В эти мгновения она ощущала себя свободной, счастливой и влюбленной. Гарри был рядом, он держал ее за руку. «Ты в безопасности, ничего не бойся». Кейт улыбнулась, смотрела влюбленными глазами. Ее окружала тонкая аура едва уловимого газового облака. Это и было причиной эйфории и счастья. Она прошептала: «Кто ты такой, Гарри? Откуда ты?» «Ты не поймешь». Кейт почувствовала, что засыпает. Сон был глубоким, черным, без сновидений. Гарри стоял в светлом помещении и ждал. У него был вполне конкретный план, продиктованный силами намного более могущественными, чем все властные структуры планеты Земля вместе взятые. На белой стене помещения стало проявляться синеватое свечение, распределяющееся вспышками. Синие вспышки стремительно сменялись желтыми и зелеными, пестрили, искрились и издавали шипение, как зажженные бенгальские огни. Внезапно поверхность белой стены втянулась внутрь и пропала. Вместо вспышек появились летящие огни звезд, темная синь космоса, пролетающие кометы, а перед ними существо. Точнее, голова существа. Если судить с точки зрения антропоморфной науки, то вполне обычная голова, но остальные черты опровергали облик человека. Синяя кожа, широко расставленные глаза, а отсутствие губ и открытые крепкие зубы. Желтые глаза с зеленоватыми кошачьими зрачками, крючковатый нос. Существо обращалось к Гарри. «Сбрось это отвратительное обличие». Гарри щелкнул пальцами, предстал перед существом в своем естественном виде. Такая же синюшная кожа и желтые глаза. «Приношу свои извинения, Верховный. Я готов слушать ваши повеления». Существо не выражало эмоций. Космические пейзажи сменялись за его спиной, пестрили яркостью и затенялись движением. «Мы отменили планы стремительного вторжения. Нам нужны их тела. Как проходит обработка женщины?» Гарри сел на пол и провел пальцем по белой поверхности. Таким жестом он выражал почтение, сообразно этикету общества их планеты. «Все идет по плану. Ваш выбор идеален. Эта женщина имеет популярность среди членов их правящей структуры. Я сделаю все как нужно. Через 72 часа земного времени мной запланировано внедрение анатомического контроля». Существо заморгало глазами, высунув между зубами длинный, раздвоенный язык. «Про внедрение контроля отменяю. Подопытные псевдоразумные существа с их планеты не переносят вмешательства. Слишком слабый жизненный коэффициент. Воздействуйте внешними веществами. Разрешаем множественный половой контакт. Гарри встал с пола и поклонился. Также производится обработка в других делениях их планеты». Существо кивнуло, и через мгновение перед Гарри снова появилась белая стена. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.